Будем превращать обычную акустику в слайд-гитару и, конечно же, проверять, как она звучит. Постараемся сделать это так, чтобы это превращение было обратимым, и вы могли бы вернуть гитару в исходное состояние. Не имеет значения, какая у вас гитара. Пойдет любая, дешевая, дорогая. Неважно. У меня, например, не совсем дешевый Мартин, но, видите, я не боюсь ставить на нем эксперименты. В крайнем случае подойдет даже классика с нейлоновыми струнами. Хотя, конечно, металлические струны для слайдовой игры предпочтительнее. Исходим из того, что ваша любимая гитара настроена оптимальным для вас образом, струны прижимаются мягко и расстояние до грифа минимально возможное. Это обеспечивает мягкость игры. Например, у моего Мартина расстояние на 12-м ладу до 6-й струны не более 2 мм и, соответственно, на первой струне гораздо меньше. И я наслаждаюсь мягкостью игры. Но для игры слайдом низкие струны – это плохо. Слайд будет цепляться за лады. И для начинающего слайдеренка это большая проблема. Поэтому будем действовать радикально. Поднимаем струны за счет нижнего порожка. Можно поднять струны вращением анкера, если он есть в вашей гитаре. Но я не советую, потому что потом будет сложно вернуть гриф в исходное состояние. Можете применить анкер, если вы планируете использовать эту гитару исключительно как слайдовую. Но, как правило, у начинающего слайдеренка нет лишней гитары. Поэтому предлагаю работать с нижним порожком. Вариантов поднятия струн несколько. Первый очевидный – просто поменять косточку на более высокую. Если у вас, конечно, не кривые руки и не лень эту косточку искать. Она после установки должна быть выше, чем предыдущая, не менее чем на 2 мм. Тогда на 12-м ладу струны поднимутся не менее чем на 1 мм, и этого может оказаться достаточно для игры слайдом. Этот способ еще хорош тем, что если у вас под косточкой порожка находится пьезодатчик, то вы сохраняете возможность записывать гитару привычным для вас способом с помощью сигнала этого датчика. Но, как правило, у начинающего слайдеренка нет под рукой запасной косточки. Поэтому действуем так. Ослабляем максимально струны. Блинский, вот мне достался хозяин, врагу не пожелаю. Мне, Мартину, пихает всякую гадость, вот струну только что порвал. Идиот, блин. И здесь открывается простор для творчества. Если косточка на вашей гитаре выступает из подставки немного, как у моего Мартина, около 2 мм, можно найти металлический стержень диаметром около 4-6 мм, например, гвоздь или кусок толстой проволоки. Я нашел у себя вот этот стержень неизвестного происхождения и вставить его прямо за косточкой. Мама. Я его даже изогнул немного дугой, чтобы повторить изгиб подставки. Этот стержень в моем случае делает струны на 2 мм выше в районе порожка. И, следовательно, на 1 мм выше в районе 12-го лада. А сейчас самые въедливые слайдерята могут сказать, что мензура тоже увеличивается не менее чем на величину радиуса этого стержня, то есть на 2 мм. И строй гитары будет подбирать при игре пальцами в средних областях грифа. Но, во-первых, не забывайте, что подъем струн требует компенсации мензуры как раз в сторону ее увеличения. Поэтому погрешность строя может оказаться частично скомпенсированной. Во-вторых, слайдовый стиль в принципе включает в себя интонационные неточности из-за неизбежных ошибок позиционирования слайда. Поэтому совершенно не страшно, если гитара немного не будет строить. Проверяем, как строит и как звучит.
Да, чуть не забыл. В качестве слайдера или слайда вы можете для начала использовать вот такой пузырек из-под дезодоранта. Я рассказывал об этом уже в ролике, например, об укулеле сопрано. Ссылочка. Теперь рассмотрим вариант, если косточка на вашей гитаре поднята высоко над подставкой. Не 2 мм, а, допустим, на 4-6. И получается, что диаметр стержня, который нужно подсунуть под струны, будет слишком большим. И при этом мензура увеличится недопустимо, и гитара не будет строить в середине грифа. При этом важно понимать, что искажение строя будет происходить только в том случае, если вы перейдете на пальцевую игру. При игре только слайдом изменение мензуры не будет иметь решающего значения, поскольку вы всегда сможете скомпенсировать неточность мензуры правильным позиционированием слайда на слух. Так вот, второй вариант. Предлагаю подложить под струны прямо на косточку подходящий по конфигурации пластиковый профиль. Даже пришлось выйти к мусорным строительным бакам и поковыряться в них. Мне повезло, удалось найти кусок такого мебельного профиля. Отпилил все лишнее. Получился вот такой несимметричный Т-образный профиль. Видно ли? Засовываем его под струны так, чтобы по возможности, кроме увеличения высоты струн, увеличилась и мензура для компенсации погрешности строя. Блинский. Смотрите, как удачно эта буква Т легла на косточку. Я думаю, можно применить обычный пластиковый уголок, если такого не найдете. Уголок, который применяется для защиты углов в помещении, укоротив его полки до нужной длины. Послушаем, как звучит пластиковый профиль. Дерзайте, придумывайте свои рифы, играйте их медленно, добиваясь чистоты звучания. Используйте открытое звучание и положение слайда на 3-м, 5-м, 7-м и 12-м ладах, обыгрывая их. Используйте настройки гитары на открытый мажорный строй. Об этом я рассказывал в других роликах на эту тему. Ссылочки на эти ролики вы сможете найти в описании. До встречи!